Color Line. Норвежская линия, круизный паромчик. Собственно, на него мы сегодня будем заезжать. Стою я пока что в линии. И да, друзья, всем привет. Сегодня пятница у нас, в субботу приплывает, идет он больше 20 часов вроде бы, или больше 18 часов. Махина, конечно, конкретная. Полный обзор этого круизника будет у меня в этом видео. Ну а здесь стоим в линии. Одна стоит скамеечка, вторая стоит скамеечка. Парень с девушкой вчера вечером они были, сегодня ушли, пока еще не пришли. Точнее, вчера вечером они ушли, сегодня пока еще не пришли. Ну а я иду регистрироваться. Получать таможенные, кстати, документы тоже. Здесь в офисе Color Line должен я получить таможенные документы для Норвегии. Зарегистрировался я на паром. Там же в офисе была таможня. Декларации экспортные я отдал в таможню, у меня их забрали. Мне дали в ответ листик красный, который потом у меня также забрали в кассе. Все, то есть мне дали только билет на паром. То есть здесь моя каюта, я так понимаю, будет по QR-коду, да, открываться. Здесь моя еда. Ну и все. На этом все. Таможня у меня уже будет по приезду. Я с билетом, с ЦМРками пойду уже еще раз в офис Color Line. Они мне там дадут. Ну, короче, там уже потом расскажу, что там будет, да как. Могу, потому что сейчас ошибиться. Здесь примерно система, как и из Дании на Норвегию. Color Line идем. Все, закрываем смену, ставим кораблик. У нас Германия. Паром-поезд. Итак, я еще, кстати, холодильник включил. У меня 24 хоть часа стоит, но было уже 21 стоял. Не у которых есть 12, не забывайте включить-выключить, чтобы у вас время обновило. Ищем проход. Нам розетка не нужна. И, значит, запоминаем, да, зеленый Б1 у нас, 3-й этаж. С собой берем, естественно, билет и все, что вам необходимо. Так, здесь у нас есть лифт. Поедем на лифте. Значит, сразу я еду на 8-й искать свою кабину. Кабину, да, каюту я имею в виду. А каюта у нас 84-36. Также можно по лестнице прогуляться. Вот, но с 3-го этажа по лестнице как-то. Сегодня еще я нахожусь между лестницами. Вот, можно запоминать сразу, где что находится. Ну, сейчас в разведку сходим, все проверю. Везде все посмотрим. Времени у нас вагон и маленькая тележка. Так, у меня в окне какая-то лодка в итоге. Не повезло мне чуть-чуть. Что ж, будет у меня вид на этот самый, на спасательную шлюпку, да? Прикольно. Собственно, вот такая каютка у нас. Телевизор. Мини-бар. Ничего себе. Так, мини-бар. Ага. Мини-бар-то пустой. Шкафчики. Так, телефон звонить всем. Фен. Мне он точно пригодится. Так, люкс такой, да, нормально так. Ну и все, раскладная кровать, я так понимаю, да? Да. Вот здесь с постельным бельем. Ну, пока что нам это не надо. Что ж, одиночка, да, одиночка. Все как положено. В первую очередь выйдем на палубу, посмотрим, что там, где мы вообще сейчас. Что ж, свежо тут довольно-таки. Так, дальше проход закрыт у нас. Значит, у нас с двух сторон
выходы. Где-то моя каюта под низом. Ну и, собственно, Киль. Гавань Киля. Попробуем мы сейчас обойти с вами с другой стороны. Здесь целый Барчелло работает на палубе. И здесь огромная вертолетная площадка. Это мы с вами находимся в задней части корабля. Что ж, в Норвегии у нас будет немножко поярче пейзажи. Так, и здесь можно подняться еще выше. Я, собственно, это и сделаю. Где-то отсюда выходит сердце этого круизника. Напомню, у нас Color Line Magic. Этот корабль не считается круизным лайнером, а он считается у нас круизным паромом, потому что лайнеры еще больше в 2 раза. Так, ну и все, здесь уже больше вперед, наверное. Нет, там еще должен быть где-то спереди проход, и мы до него дойдем. Нашел я зону спа, массажей, но здесь все платно. Для водителей также нету бесплатного. Здесь ничего. В отличие от... я ходил как-то тоже круизным с Стокгольма на Ригу и с Риги на Стокгольм. Там бесплатная была сауна для водителей. Итак, я добрался до 15-й палубы. Но это уже все. Выше некуда. Здесь Барчелло. Но я искал вообще проход. Проход искал я, но, наверное, здесь все-таки нету выхода. Он есть, но он закрытый. Я немножко оказался не с той стороны, где хотел быть. Сейчас я обойду, посмотрю. Да, здесь у нас лицевая часть парома. Ну и здесь все сидят, кайфуют, пьют вино с видом перед паромом. Выхода здесь больше нет. Ну что, начнем тогда мы, значит, сверху вниз. Итак, у нас 15-й, да? Пойдем мы вниз. Конечно же, основа этого парома – перевозка грузов, прицепов в первую очередь, и потом уже пассажиров и грузовых автомобилей. Так, 14 этаж у нас ночной клуб, который с 20 лет, с 23 открывается. Начинается полностью проход по всему парому, будет у нас с 12 этажа. И, собственно, сейчас я спущусь еще ниже, и мы уже полноценно будем по нему гулять. О, вот это да! Да здесь просто целый город. Ну что, пускаемся на низ с подробным обзором. Находимся на 7 этаже, где вся основная происходит движуха. Я, если честно, не могу поверить, что я вообще на пароме. Это, естественно, самый большой паром, на котором я когда-либо плавал. Ну и покажу все, что увижу. Здесь шопинг, котлы, часы, кеды, очки. С другой стороны тоже парфюм, косметика, какие-то кубки чьи-то. Зал славы. Здесь у нас ресторан, детская комната и еще один магазин с норвежскими вещами и с норвежскими ценами. Так, идем мы дальше. Здесь живая музыка будет. Паб. Паб обезьяна. Но пока что никто не поет.
ресепшн. Еще один бар. Магазин. И пришли, наконец-то. Да, выглядит это все очень круто, очень мощно. Что ж, спускаемся вниз. Это у нас уже, я попутал даже какой этаж, какая палуба. А, здесь банкоматы. Евро и норвежские кроны вы можете снять. И казино. Казино. А что тут? А, фотографировать, снимать нельзя. Все. Я уже вижу значок. Ну, казино тоже такое большое. По размерам на всю заднюю часть. Или это передняя часть? Я уже запутался. Да, это передняя часть. Собственно, из чего и название видео, да? Это огромный плюс дальнобоя. Как что вы можете попасть на такой круизный лайнер. Потому что, ну, в обычной жизни мало кто из нас, кто работает, катается на круизных лайнерах в свободное время, и цена таких круизных лайнеров не дешевая. Ну, здесь как бы он идет меньше суток, поэтому я не знаю даже, сколько цена, если честно. Может быть, евриков 500, если брать с включенной едой, все включено, то есть а-ля карт, так? Потому что здесь от этого будет основная у нас цена. Если у вас нету еды, у вас цена одна. Если есть у вас еда, значит цена у вас другая. Вы просто чувствуете себя как бы сутки на таком, на небольшом отдыхе, можно сказать, да? Вы отдыхаете, можете за деньги пойти сходить в сауну, массаж, пожалуйста, вот, и отдохнувшим начинать работу. Ну и основной, наверное, я нашел магазин. Здесь опять-таки все, скорее всего, норвежское, поэтому цены там будут норвежские. Что ж, чисто норвежский продукт. Как видите, Botanical Gin. И цена такого джина 289 ног, короче, 25 евро за 0,5. Вот тоже все норвежский продукт. Этот более дешевый. Ну и как видите, я такого не пробовал никогда, поэтому ничего сказать не могу. На пароме пачку сигарет вы можете купить всего лишь за 11 евро. А, например, вот Вест, если вы берете блок сразу, то вам выйдет за 60 евро блок, что как бы идет обычная цена шведская. То есть одна пачка стоит 11, любая, а блоком дешевле, но не все. Видите, Вест красный уже цена другая. А, тут блок больше гораздо, 40 пачек получается. Ага, ну собственно, да, Мальборо вот 10, 20 пачек. 20 пачек, 117 евро. Да, получается, в 2 раза дешевле на пароме все-таки стоит. Как бы 24 евро за литр Famous Gross, тоже как бы цена нормальная. Вот водка Смирнов за 18 евро литр. Выгодная акция Карлсберга с Туборгом. Если вы берете 2 упаковки, то есть не упаковка, а целый поддон, 24 банки по 33 миллилитра. И вот за 2 выходит 359. Ну вот эта цена еще такая довольно-таки хорошая. Ну что, красная дорожка у нас на а-ля карт, который еще пока что закрытый. Ну и мы так, одним глазком посмотрим. Здесь, получается, наверное, в данный момент действует как не для всех, а кто-то заказывает, наверное, потому что смотрю, люди там сидят. Вот, но мы вернемся сюда позже, пока просто поприсматриваемся, что и как и где. Да, тут, конечно, зал очень крутой и красивый. Просто как будто вы в каком-то, я не знаю, в царстве каком-то, водном только. Вот у нас такой вышел обзорчик. Завтра, значит, еще мы прибудем в Норвегию. Выйдем на палубу, посмотрим, как там, что там будет, какие будут пейзажи у нас открываться при подходе к порту в Осло. Я нашел здесь целый аквапарк, походу. Бассейн, по крайней мере. Вот с такими ценами.
Что ж, больше это для детей, конечно, здесь. И 1 час максимум почему-то написано. Так, здесь у нас игровой зал со всеми возможными игрушками. О, рыбаки тоже есть. Аэрохоккей. Еще один игровой зал. Ну что, теперь я уже точно могу сказать, что все. Да, вот у нас еще один бар такой. Простенький спортбар, да? С бургерами, со всякой фигней такой. Да. Мы ждем полноценного ужина. Представьте, ну, с 13 по 6 этаж вот можете кататься по парому. Вообще круто. И это же, естественно, это один из таких небольших, и тем более это не круизный лайнер. Утро субботы, мы в Осло. Ну и здесь, конечно же, уже совсем другой вид, более мне привычный и более красивый. Погодка, кстати, такая нормальная, не холодно, но курточка нужна. И я чуть не проспал завтрак, проснулся в 7, в 8, а потом уже аж в 9:15. Бежал быстро, перекусил, что нашел. Завтрак тоже было очень много всего разнообразного, как бы, не то, что на обычных паромах. Каждый может найти себе что-то. Ну и все, сейчас по выезду только найти таможню и забрать свои документы. С первого раза я нашел свой выход. Кстати, это медведь. Я думал, это что-то другое.
первого раза я нашел свою машину. В основном здесь полуприцепы. Самих грузовиков с водителями не так уж и много. Ну, относительно, конечно. Тоже при выезде с парома осмотрите сразу по кругу машину на наличие каких-либо повреждений или чего-нибудь. Все у нас в порядке, все хорошо. Все колеса на месте. 21 час идет паром. Нормально так. Проверяем также противооткаты под колесами, чтобы у вас их не было. Выезжаем только по команде управляющих этих рулевых. Так, коллега пока не едет, я его, наверное, объезжаю. На механике Тоскания, которая Shelby заряженная, с классическим рулем. Конечно, салончик у него там топовый. Все, сейчас задача. Ну, в принципе, мне-то какая задача? Я вон еду за коллегой. Я за ним так и поеду, так и пойду везде. И я думаю, я не промажу. Когда вас паркуют или выводят тоже с парома, тоже не стоит на 100% полагаться на этих контролеров. Сами тоже иногда контролируйте ситуацию, посматривайте везде. Потому что было вот у меня у кореша, забыл я только, выгоняли его или сгоняли с парома. В итоге он похерачил новый рев. Ну и меня с моим новым прицепом, с низким отбойником пока что везет с паромами. Все удобные заезды и съезды получаются. Я не в линию, но я за своим коллегой все равно становлюсь. Ну и все, идем дружненькой компашкой сдаваться. ЦМРки, курва. Нашел листик со своим номером и потом в таможню. Все, кто не нашел, кстати, коллега на черной скане, он не нашел, то, естественно, сразу в офис. И все ему там, короче, порешает. В офис Colorline. То есть Colorline решает эти все вопросы. Да, мы четенько с каниями выехали по красоте. Вы еще только, слушайте, выезжают. Долго же они как-то. Это, наверное, эти самые встречающие. Или как правильно их назвать-то? Короче, так, по таможне все. Мне дали... поставили печать. На ЦМРках никто ничего не ставил. Все, спросил я все. И сказали, да, все. Ну, отлично, и поехал. Сообщил своему диспетчеру. Скинул фотографию, тоже для подтверждения, что я могу ехать, и я выехал. Значит, мчусь я сейчас в сторону Хаугесунда по 134, только я потом уйду на острова. На очень интересные, красивые острова. Значит, еще по питанию, по ресторану, моментик такой. Вначале я перепутал рестораны, но мне направили на верный путь, куда идти, без всяких проблем. То есть общественный, где все включено. И я пришел, всех там, очередь стояла огромная, 500 человек. Я простоял эту очередь. И затем еще такая была поправочка, сразу нужно говорить, вы даете свой билет, который вам дают только на этом пароме один билет. Больше никаких бумажек, ни 30 там этих вот распечаток никаких непонятных. Здесь один билетик, по нему вы все вопросы решаете. Также, по этому билету я здесь проходил в таможне через калитку. Также возвращаетесь, также выезжать тоже через калитку, но я выезжал за коллегой, поэтому я ничего не сканировал. Вот, поэтому это вот ваша главная штучка, которая вам необходима. И все, вы даете этот билет и говорите, что вы водитель. Вот, потому что вас не будет в базе, как обычных там людей, кто регистрируется, покупает отдельно этот шведский стол. Цена шведского стола стоит 400 крон норвежских. То есть это где-то 36, да, 37 евро, я не знаю, какой сейчас курс. Вот, и вас вносят там данные, и все, как бы, вы уже идете, вас садят за стол отдельный. Ну, одиночный, точнее, так как я один, для меня дали такой маленький столик, я сидел на нем, балдел.
С утра я пришел, я уже был в базе, меня быстро просканировали, я также сказал, что я водитель. И я сел за свой же стол, за которым я и сидел. Поэтому где еще, как не в дальнобое, вы на халяву покатаетесь на круизных паромах? Да, это был круизный паром, не круизный лайнер. До круизного лайнера он не дотягивает по размерам. И с вами был Федор и канал Tracker in Скандинавия. Дальше у нас пойдет Скандинавия. Ну, где-то, может, редко будет что-то выходить за рамки Скандинавии, если в этом будет какая-то необходимость. А в целом у нас будет Норвегия. Фьорды, водопады, дальнобой и все, что с этим связано. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.